Ну что, братишки и сестрички, уселись поудобнее? Батарейки-фонарики заряжены? Соседи за стеной не слишком громко смотрят сериальчик? Отлично. Потому что сегодня мы ныряем в те самые цифровые подвалы интернета, где вместо котиков и рецептов борща живут, ну скажем так, другие обитатели. Добро пожаловать в мир тревожного ютуба и топ жутких интернет-историй. Туда, где ваш роутер не просто раздает Wi-Fi, а иногда и приглашает на чай. Очень странных существ. Человечество вечно искало, где бы пощекотать себе нервы. Раньше были страшилки у костра или поход в лес за грибами с риском встретить не только лисички. Теперь же у нас есть интернет. Безразмерная помойка и сокровищница одновременно. И вот тут, среди мемов и летсплеев, расцвел пышным и местами ядовитым цветом особый жанр – цифровой фольклор ужаса. Это не просто фильмы, это истории, которые копятся на форумах и разлетаются по соцсетям как вирус, а на ютубе их подает под соусом из мурашек по коже. И поверьте, повара там знают толк. YouTube. О, это платформа. Тут вам и уроки макияжа, и ремонт унитаза, и... Ну, конечно же, специализированные конвейеры по производству мурашек. Целые каналы, которые не просто рассказывают страшилки, они их упаковывают так, что ты потом ночью к холодильнику идешь, как сапер на минное поле. И аудитория у них не просто подписчики, а целая армия любителей пощекотать себе нервы перед сном. Вместо теплого молока порция леденящего душу контента. Начнем с зарубежных гуру жути. Встречайте мистера Кошмара, мистер Найтмэр. Парень собрал больше 5 лямов подписчиков, и это вам не хухры-мухры. Его фишка – спокойствие, только спокойствие. Представьте, голос как у диктора, читающего прогноз погоды. Температура плюс 5, возможно осадки в виде кровавых слез из стен. А на фоне картинки, от которых волосы встают дыбом. Он берет самые обычные вещи. Очередь в магазине, поездка на автобусе и даже Новый год. И так их преподносит, что ты потом на свою елку с подозрением смотреть будешь. А не притаился ли там кто в гирляндах? От сверхъестественных тварей до реальных криминальных историй со всего света. У него есть все, чтобы ваш вечер стал насыщеннее. А теперь сменим пластинку на... очень треснутую. Дэвид Фёрд и его легендарные салатные пальцы. Британский аниматор, который доказывает, что для жути не нужны клыки и клыки. Достаточно тоненького существа с пальцами с салатными листьями, который живет в постапокалиптическом мире и любит гладить ржавые вещи. До дрожи в коленках. 1 миллион подписчиков, и это те, кто смог досмотреть. Сюрреализм, психоделия, какая-то тоскливая, липкая жуть. Ирония в том, что парень теперь работает с BBC. Наверное, делает им заставки к передачам про садоводство. Или самые страшные мультики для взрослых. Его работа — это как сон после тяжелого праздника. Странно, тревожно, и ты не уверен, что проснулся. Любите не просто пугаться, а еще копать и глубже? Тогда вам Крейн Бот. Это не просто рассказчик. Это цифровой Шерлок Холмс от мира жути. Канал посвящен самым темным, странным уголкам из интернета. Теории заговора, которые круче сериалы «Секретные материалы». Пожалуйста! Городские легенды, от которых мурашки бегают марафон. И они тут. Рейнбот не просто пересказывает. Она пытается отделить зерна от плевел, факты от выдумки. Хотя иногда факты оказываются страшнее любого вымысла. Если вы фанат крипипаст или просто хотите понять, что за дичь происходит в тех самых страшных видосиках, вам сюда. Тут жуть подается не в лоб, а через анализ, хотя мурашки все равно прибегут. Проверено. А теперь представьте, включаете вы ночью телевизор, надеясь поймать повторы старого КВН, а там... местный канал Local 58. Вроде бы обычные новости прошлого века, скукота. А нет! Задержишься на 5 секунд, и тебя затягивает в апокалиптический трип невероятной силы. Это не просто страшилки, это иммерсивный театр абсурда и ужаса, стилизованный под найденные пленки. Как если бы архив старого НТВ вдруг начал вещать о конце света самым серьезным тоном. Атмосфера здесь — главный герой. Жуть подкрадывается не через скримеры, а через нарастающее ощущение, что что-то не так, что привычный мир треснул. Для ценителей визуальных загадок и тех, кто любит, когда страшно медленно. Ну а что же наши родные славянские просторы? Тут тоже не скучают. Есть каналы для тех, кто любит правду, которая страшнее вымысла, и никого не стало, и Агата Кристи — это вам не про привидения, а про реальных злодеев и нераскрытые дела. Сидишь, смотришь и понимаешь, что самые страшные монстры иногда носят человеческое лицо и соседствуют с тобой в подъезде. Мистика копает в сторону криминалистики и всяких необъяснимых штук, от ритуальных преступлений до странных исчезновений. Тоже не для слабонервных. А если хочется чего-то, покрепче? Пожалуйте к таким мастерам жанра, как Саша Сулим, записки Ричарда или Маруся Черничкина.
Тут вам и True Crime, правдивая криминальная хроника, и необъяснимые штуки, которые заставят усомниться в адекватности мира. Подача разная, но цель одна, чтобы у вас волосы зашевелились. И не забываем про ВК, там в пабликах типа «Страшные истории» или «Fear House» народ вовсю постит короткие страшилки. Текстом, а то и голосовыми сообщениями. Ложишься спать, включаешь, и вот уже кажется, что не только ты один в комнате. Особый шик истории в стиле «Это случилось со мной вчера в лифте». Ага, конечно, вчера. Видите, какой разнобой? От спокойных рассказов с картинками до психоделических мультиков, от разборов реального криминала до фальшивых новостей о конце света. YouTube стал огромной лабораторией страха. Это уже не просто дед рассказал у костра. Это полноценное шоу с картинкой, звуком и атмосферой, подогнанное под твой личный страх. Кому-то по душе прямолинейный ужас, а кто-то кайфует от ощущения, что он сам разгадывает жуткую головоломку. Каналы вроде Rainbot пытаются докопаться до сути и понять, где правда, а где чья-то больная фантазия. А Local 58 нагло играет с твоим восприятием, заставляя поверить в свой вымысел. И знаете что? Это работает. Потому что мы ищем не просто страшилку, а нарратив, который встряхнет наш мозг и заставит оглянуться в темный угол комнаты. На всякий случай. Но YouTube это только вершина айсберга, друзья. Самые дикие, самые вирусные истории рождаются и живут в глубинах форумов и соцсетей. Там, где анонимность позволяет разгуляться фантазии. Или чему похуже. Добро пожаловать в мир крипипаст. Об этом в следующей части, а пока... Проверьте, закрыта ли дверь. Мало ли. Ладно, друзьяшки, мы посмотрели, кто нам страшилки поставляет. Теперь давайте разберемся, как они это делают, потому что недостаточно просто взять и сказать «Бу!». Надо сделать так, чтобы это «Бу!» засело где-то под ложечкой и тихонечко скреблось. YouTube-мастера жути, настоящие психологи от контента. У них целый арсенал приемчиков, чтобы ваш адреналин попрыгал, как блоха на сковородке. Открываем кухню. Первое и главное оружие – контраст. Это как сладкий попкорн с острым перцем чили. Вкусно? Вроде бы да, но потом огонь во рту. Взять нашего мистера Кошмара. У парня голос убаюкивающий, как шум дождя по крыше. Он так спокойно рассказывает про то, как в подвале соседа нашли коллекцию, ну, скажем так, нестандартных кукол из частей тел, что ты сначала расслабляешься, потом ПАМ! Включаются жуткие иллюстрации, или история про безобидный поход в лес за грибами, который заканчивается встречей с чем-то, у чего слишком много конечностей и слишком мало дружелюбия. Спокойствие голоса плюс трэшовая картинка равно ваш мозг впадает в ступор. Чего бояться-то? Голос же спокойный. Ой, мать родная, что это на картинке? Вот оно, золотое правило. Чем обыденнее подача, тем страшнее суть. Как если бы ваш дед, попивая чаек, начал рассказывать, как в молодости помогал бабе Яге печь пирожки с нехорошей начинкой. Второй козырь – подлинность или аутентичность. Тут впереди планеты всей Local 58. Они не просто страшилки рассказывают, они стилизуют все под найденную пленку, под старые, реально существующие форматы. Вот тебе знакомый добрый вечер, с вами местный канал 58. Вот графичка, как у бабушкиного телека, все как у людей. И тут начинается дичь, экстренные сообщения о чем-то невнятном и жутком. Картинка плывет, звук шипит, как змея, на экране мелькают кадры, от которых кровь стынет. Почему это работает? Потому что мозг верит знакомым шаблонам. И если это выглядит как новости, значит это правда. Они играют на нашем доверии к формату. Это же не кино, это как бы реальная запись. Страх становится не киношным, а личным. А вдруг и у нас такое в эфир прорвется? Ух. Третья скрипка в этом оркестре ужаса – звук. Ох уж этот звук. Скримеры – это, конечно, классика жанра, как гопник в подворотне. Резкий визг, крик, удар, бац! И ты подпрыгнул выше потолка. Эффективно? Да. Избито? Тоже да. Но настоящие мастера знают, тишина и шепот страшнее крика. Представьте, жуткий шепоток на фоне, который то ли слова говорит, то ли просто шипит, как проклятая шина. Или нарастающий гул, как из глубин холодильника, который вот-вот взорвется. Или вот тиканье старых часов в полной тишине. Тик-так. Тик-так. Кажется, вот-вот что-то случится. А потом бац! Или не бац. Абсолютная тишина. Вот это по-настоящему выбешивает и пугает. Потому что твой мозг сам начинает додумывать, что должно было пройти в эту тишину. Звук – это наждачка для ваших нервов. Его можно точить, пока не сдашься и не полезешь под одеяло. Четвертый прием – игра в правду. Тут лидируют аналитики вроде Rainbot.
Они не просто пугают, они запутывают. Берут историю, которая гуляет по сети, про ту же Мириану Мордегард Глесгорф или про Полибиуса, и начинают копать. А откуда ноги растут? А есть ли доказательства? А что тут правда? А что чей-то богатый внутренний мир? Они намеренно размывают границы, показывают реальные факты, реальных людей, как того бедолагу-маркетолога, ставшего лицом проклятого видео, реальные события, и потом добавляют щепотку. А вот тут не ясно, а здесь странное совпадение. И ты сидишь такой, так это правда было? Или нет? Может, наполовину? Эта неуверенность – топливо для страха, неизвестность пугает больше явной угрозы. Как если бы вам сказали, в твоей квартире что-то есть, но не сказали, что, где и когда оно вылезет. Веселье. И, наконец, сюрреализм и обыденность. Дэвид Фёрд с его салатными пальцами – король этого приема. Его анимация не пытается быть реалистичной. Она странная, корявая, местами абсурдная. Но именно эта неестественность и вызывает дискомфорт. Это как сон, в котором все знакомо, но чуть-чуть не так, и от этого жутко. Другие мастера берут самые обычные родные места. Ваш подъезд, детскую площадку у дома, пустой офис после работы и показывают их под таким углом, при таком свете, что родные стены начинают казаться враждебными. Вон та тень у мусоропровода, она всегда там была? А этот скрип качелей ночью, он всегда так звучал? Они превращают обыденность в декорацию для кошмара. После таких видео выходишь на улицу и смотришь на мир другими глазами. Спасибо, YouTube, испортил детство и взросление. Так что же мы имеем в сухом остатке? YouTube хоррор — это не тупое пугалово, это высокое, ну или очень изворотливое искусство манипуляции. Они используют контрасты, чтобы вас дезориентировать, играют в подлинность, чтобы вы поверили, дразнят звуком, чтобы вы напряглись до предела, мутят воду с правдой и вымыслом, чтобы вы сомневались, и берут самое знакомое, чтобы страх пришел к вам домой. Они не просто показывают монстра, они заставляют вас почувствовать где-то за спиной, пока вы смотрите видео на своем уютном диванчике. И знаете, что самое обидное? Это чертовски эффективно. Потому что после такого контента даже поход на кухню за водой ночью превращается в квест выживания. Только бы не встретить того соседа. Или не того соседа. Вот так, друзья. YouTube страшилки — это не халява. Там своя наука, свои технологии, запугивания. Они знают наши кнопочки и умело на них давят. И самое страшное, это работает не только на экране. После пары таких видосиков твой собственный дом может показаться филиалом Silent Hill'а. Но мы же не ищем легких путей, правда? Поэтому дальше будет еще страшнее, потому что сейчас мы нырнем в самое пекло, в мир крипипаст. Туда, где истории не просто рассказывают, их копипастят по всему интернету как вирус. Где родился Слендермен, где Джефф-убийца улыбается во весь рот, и где аркадный автомат может свести с ума. Готовьте попкорн и запасные батарейки для фонарика. Это будет дико. Ну что, ребятишки, проверили замки? Отогнали кота от темного угла? Отлично, потому что сейчас мы покидаем относительно цивилизованные кулуары YouTube и ныряем прямиком в подвал интернета. Туда, где страшилки не просто рассказывают, их копипастят из чата в чат, с форума на форум, как заразную бациллу. Добро пожаловать в царство крипипаст. Это не просто истории, это современные байки цифровой эпохи, вирусные кошмары, которые плодятся в анонимности и темноте сети. Готовьтесь, тут вас ждет весь спектр жути, от примитивных скримеров до легенд, из-за которых люди реально теряли берега. Поехали! Для начала, что это за зверь такой, крипипаста? Представьте себе классическую страшилку у костра. Черная рука, гроб на колесиках, красные перчатки. Помните? Так вот, крипипаста — это их цифровой внук, напичканный стероидами и интернетом. Само название — крипи, жуткий, плюс копипаста. Копипаста — то, что копируют и вставляют. Главная фишка — их не пересказывают своими словами, как бабушкины байки. Их тупо копируют и вставляют целиком, слово в слово, как священные тексты из какого-нибудь культа паранормального. Пик популярности — конец 2000-х, начало 2010-х, когда интернет был диким западом, а люди верили во все, что написано капслоком. Тогда эти истории не просто пугали, они обрастали теориями заговора, фанатскими артами и дичайшими версиями. Это уже не фольклор, это фольклор 2.0 с гиперссылками и мемами. Они любят играть на ностальгии. Потерянные видеоигры, запрещенные эпизоды мультиков, проклятые телепередачи. Знакомые плюс жуткая равно идеальная формула мурашек. Крипипаста — это как тараканы в общежитии, их миллионы.
Но есть настоящие звезды жанра, монстры которых знают даже те, кто в теме лишь краем уха. Вот наш топ-6 легенд, от которых волосы встанут дыбом. И иногда не только волосы. Слендермен, он же Тощий Человек, Слендер, отец-основатель жанра. Появился 8 июня 2009 года на форуме Something Awful. Просто как две черно-белые фотошопленные фотки. Высоченная, безликая, худая фигура в костюме с щупальцами вместо рук. Задумка была создать что-то жуткое для Photoshop батла, а получился целый мир. Слендермен стал мега-вирусным. Фанаты придумывали ему биографию. Он крадет детей, вызывает паранойю, манипулирует разумом. Появились фанарты, косплеи, главные псевдодокументальные сериалы вроде Marble Hornets на YouTube, которые развили миф и в эпическую сагу. Чем страшен? Он не просто монстр, он воплощение страха перед необъяснимым наблюдением. Тем, что стоит за спиной в лесу или смотрит в окно. Но была и темная сторона. В 2014 году две 12-летние девочки в США, вдохновленные мифом, решили задобрить Сленди, принеся ему жертву. Они заманили подругу в лес и нанесли ей 19 ударов ножом. Девочка чудом выжила, а жрицы Слендера отправили в спецучреждение. Это жуткое напоминание, иногда грань между вымыслом и реальностью тоньше паутинки. Слендермен стал персонажем игр, фильмов, так себе, и вечным символом того, как интернет-страшилка может вырваться наружу. Русский спящий эксперимент. The Russian Sleep Experiment. А вот и наш вклад в мировую жуть. История всплыла на западных форумах в 2009 году и мгновенно стала вирусной. Легенда гласит, в конце 1940-х в СССР появился секретный эксперимент. 5 политзаключенных, иногда говорят о военнопленных, заперли в герметичной камере и пшикали газом, который не давал спать. Цель – узнать, сколько человек может продержаться без сна и как это повлияет на боеспособность. Сначала все было норм, потом пошли галлюцинации, паранойя, неконтролируемая агрессия, подопытные начали себе кожу, выкрикивать кошмары, собственные мышцы. Через 15 дней камеру вскрыли и увидели там апокалиптический ад. 4 зомби в лужах крови, 5-й, ну скажем так, неподвижен. Оставшиеся в живых напали на ученых с нечеловеческой силой. Почему цепляет? Микс секретных советских экспериментов, вечная тема, псевдонаучности и откровенного телесного ужаса. Многие на полном серьезе верили, что это правда, хотя журналисты и историки разнесли легенду в пух и прах. Нет доказательств несостыковки в датах, технологиях. Она до сих пор будоражит умы и вдохновляет художников и режиссеров. Наш ответ Silent Hill'у в мире крипипаст. Джефф Убийца. Икона эджи хоррора нулевых. Знаете этого красавчика? Белая кожа, черные провалы вместо глаз, обугленные веки, жуткая неестественно широкая улыбка до ушей и часто сопровождаемая надписью Go to sleep, то бишь иди спать, или Good night, спокойной ночи. Легенда, коих множество версий. 13-летний Джефф после жестокого нападения хулиганов, которые по одной из версий облили его лицо отбеливателем, сходит с ума от боли и мести. Он вырезает себе эту зловещую улыбку и сжигает веки, чтобы никогда не закрывать глаза. Становится хладнокровным серийным убийцей, наводящим ужас на городок. Откуда картинка? Споры идут до сих пор. Одни говорят Photoshop, другие – реальное фото жертвы ожогов. Третье – снимок японской модели после неудачной пластики. Но сила образа вне споров. Джефф стал мемом, породил тучу спин-оффов, типа Джейн Психопатка, кроссоверов со Слендерменом, классика. И прочно въелся в поп-культуру. Его образ – это гипертрофированный страх перед подростковой агрессией, неуправляемой жестокостью и тем, что скрывается за маской тихого парня. Мириана. Классика смертельных файлов. История про проклятое видео на YouTube. В 2008 году появился ролик с названием «Мириана Мортенгард Глесгорф». На нем статичное изображение мужчины, смотрящего прямо в камеру. Ничего не происходит. Но! Легенда гласила, что существовала полная версия, и те, кто ее видел, сходили с ума. Выкалывали себе глаза или отправлялись в последний путь. Якобы видео содержало жуткие гипнотические образы или инфозвук, ломающий психику. Из-за волны жертв видео удалили. Осталось только статичное изображение, как напоминание о кошмаре. Развязка? Парня на фото нашли. Им оказался американский маркетолог Байрон Кортес. Он понятия не имел о своей вирусной славе в жанре хоррор. Просто его фото использовали без спроса. Ирония в том, что сама легенда о смертельном видео страшнее оригинала. Она играет на страхе перед скрытой опасностью в медиа. Тем, что какой-то безобидный ролик может сломать твой мозг. Типичный феномен Ринго. Имя звучит страшнее, чем реальность. Полибиус.
Король легенд о проклятых видеоиграх. Представьте, 1981 год. Пригороды Портленда, США. В местных аркадах появляется неизвестный игровой автомат с названием Polybius. Графика психоделическая, игра странная и затягивающая. Но у игроков начинаются кошмары, амнезия, приступы паники, галлюцинации. Некоторые сводили счеты с жизнью. Автоматом постоянно подъезжали люди в черном, явно не из группы комбинация, чтобы снять данные или забрать машину, а потом автоматы бесследно исчезли. Легенда гласит, что это были правительственный эксперимент по воздействию на сознание через игры. Происхождение туманно. Возможно, выдумка на основе реальных игр того времени с мерцающими экранами, вызывающими эпилепсию. Да, такие, кстати, когда-то очень давно были, их потом запретили во многих странах. И страхов перед новыми технологиями. Чем цепляет? Микс ностальгии по аркадам, конспирологии и страха перед неизученным влиянием технологий на мозг. Легенда вдохновила на создание реальных инди-игр Polybius и упоминание в массовой культуре. Идея, что игра может играть в тебя вечно. Закулисье, The Backrooms – абсолютный хит последних лет. Возможно, самая атмосферная крипипаста. Представьте, вы ошибаетесь, проглатываете текстурку в реальности или просто неудачно спотыкаетесь и проваливаетесь из нашего мира в закулисье. Это бесконечный лабиринт из пустых одинаковых комнат офисного типа, желтые монотонные обои, влажный ковер, гудящие флуоресцентные лампы, полное отсутствие людей, окон, понятного времени, только бесконечность желтых коридоров, странные звуки и ощущение, что за углом кто-то есть. Иногда добавляют сущностей, враждебных и очень странных. Почему так популярно? Оно бьет по глубинным страхам. Во-первых, лиминальное пространство, места перехода, коридоры, пустые офисы, подземки, которые сами по себе тревожны. Ностальгический ужас, офисы 80-х, 90-х, знакомая, но пугающая в пустоте эстетика. Клаустрофобия и агорафобия одновременно. Бесконечность, но без выхода, замкнутое пространство, но без границ. Экзистенциальный ужас, полная потерянность, абсурдность, отсутствие смысла. Закулисье просто взорвало интернет. Тысячи фан-историй, артов, игр. Самое известное – это рогалик в стиле закулисья. Короткометражек – это не просто история, это готовый мир, куда каждый может добавить свою порцию жути. Атмосфера – вот главный убийца. И это еще не все. Интернет-фольклор богат. Запрещенный эпизод Губки Боба. Легенда о потерянном эпизоде, где Сквидвард, скажем так, заканчивает игру под жуткую музыку. Ностальгия плюс детский мульт, плюс ужас, гремучая смесь. Вам снился этот человек? Вирусная кампания с плакатами по всему миру. Оказалось продвижение арт-проекта и фильма. Жутко и гениально. Безногим. Наш рунетный феномен. Странные мистические стримы с человеком без ног и жуткими образами. Началась как пародия на крипипасту, а стала самостоятельным мемом. 1999. Легенда о зловещем детском шоу 90-х. Подвал мистера Медведя, полном скрытых кошмаров и промывки мозгов. Ностальгия по 90-м плюс детский ужас. Тевар. Еще один рунетный хит. Легенда о музыкальной группе, чьи ранние альбомы якобы содержали сатанистские коды и звуки, вызывающие безумие и тотальные исходы. Музыкальный ужас. Вот они, современные сказки на ночь, господа, рожденные в чатах, взлелеянные анонимами, разнесенные по миру как цифровой вирус, от тощего человека, ставшего мемом с трагичными последствиями до бесконечных желтых коридоров закулисья, где страх — это сама атмосфера. Они играют на нашем детстве, игры, мульты, на страхе перед властью, секретные эксперименты, на уязвимости разума, проклятые файлы и на экзистенциальной тоске. Закулисье. Крипипаста — это зеркало наших коллективных кошмаров, отраженных в мерцающем свете монитора. Но помните, грань между вымыслом и реальностью иногда рвется. И тогда страшилка из интернета может сделать шаг в ваш мир. Не верите? Спросите у тех, кто верил в Слендермена слишком сильно. А что если реальные истории страшнее вымысла? Что если жуткие твари и правда ходят среди нас, а неполадки в доме — это не сквозняк? Об этом в следующем уровне нашего цифрового ада. Приготовьтесь к настоящим историям, от которых кровь стынет не понарошку. До связи, если не струсите. Ну что ж, нащекотали нервы виртуальными монстрами? Красиво, атмосфера. Но это же сказки, фигня. А настоящая жуть, она ведь частично прячется не в интернетах, а в соседней квартире. Или в старом шкафу на даче. Или в истории, которую бабка на лавочке шепчет, оглядываясь. Интернет не только создает новых монстров, он старые, добрые, или не очень, страшилки раздувает как на дрожжах.
и служит гигантской помойкой, куда сливают реальные, но необъяснимые случаи, от которых даже скептик чешет репу. Готовьтесь к порции настоящего трэша. Тут и одержимые куклы, и неудачные чистки, и твари, которые явно пропускали кастинг в местный зоопарк. Погнали! Интернет — это вам не просто библиотека. Это супер-мегафон для любой байки. Раньше городскую легенду рассказывали в своем районе годами, а сейчас хлоп, пост в паблике, репост в сторис, и вот уже вся страна боится апельсинов с одной особой болезнью, которую я озвучивать всего YouTube не буду. Серьезно, раньше были сельские байки про лешего, русалок, теперь же городские легенды не знают границ. Их может рассказывать и школьник из Челябинска, и офисный планктон из Питера, и даже федеральный канал в прайм-тайм. Ну, если рейтинги просядут. Интернет сделал их вирусными и вечными, как мем про британских ученых. Вот вам классика жанра, подогретая сетью. Бананы, апельсины, свеч кровью или иглы свеч в креслах кинотеатра. Легенда старше Рунета. Якобы злобные наркоманы, инопланетяне и прочие плохие люди, нужно подчеркнуть, заражают фрукты или оставляют иголки в сиденьях, чтобы распространить заразу. Чем подгорел интернет? Такими сообщениями забиты сайты, паблики, даже чаты ЖКХ. Паника мгновенная, хотя врачи и snopes.com давно разнесли это в пух и прах. Вирус на воздухе быстро гибнет, через укол так не передается. Байка живет. Страх перед невидимой угрозой, врагом среди нас вечен. Интернет ему лучший друг. Красная комната, Red Room. Японский хоррор-кит, ставший глобальным кошмаром благодаря сети. Легенда. В Даркнете есть сайт, где в реальном времени транслируют пытки и убийства невинных жертв. Зрители могут заплатить биткоинами и выбрать, что делать с жертвой дальше. Жуть? Еще какая. Разлетелась по всему миру через форумы, соцсети, обрастает дикими деталями, хотя доказать существование реальных красных комнат нет. Даркнет отслеживается, а такие действия — прямой путь за решетку. Сама идея коллективного садизма онлайн бьет по больному. Страх перед анонимной жестокостью в сети — вот что продает. Видите разницу? Раньше боялись бабайки в шкафу, теперь вирусы в апельсине и стрима с пытками. Интернет не просто распространяет страхи, он их модернизирует, делает актуальными для цифровой эпохи и дает им второе дыхание. Баян? Да, но какой сочный. А теперь самое сочное. Интернет полон историй, которые попадаются как реальные события. Не выдумка анонима, а со мной приключилось, и некоторые, заставляют задуматься, не пора ли освежить святую воду в доме. Одержимая Эльза. История, гуляющая по англоязычным форумам. Семья купила куклу Эльзу для дочки, и началось. Кукла сама включилась и пела Let It Go, но на испанском. Ее выбрасывали, она возвращалась, находилась то на крыльце, то в гостиной. Выглядела она иначе, более жутко. Семья в панике, сняла видео для доказательства. Объяснение? Люк Чипа, детская игрушка? Детская шутка? Или правда привет от какого-то неупокоенного духа, которому приглянулась принцесса Диснея? Интернет гудит, одни верят, другие ржут, но факт история цепляет, потому что играет на страхе перед одержимыми предметами, особенно детскими игрушками. Аннабель нервно курит в сторонке. Хотя бы песню учила, не каждый призрак так культурен. Смертельный экзорцизм в Лондоне 2016-го. Это уже не байка, а уголовное дело. 26-летний парень в Лондоне перестал дышать после того, как его семья, религиозные фанатики, привязала к кровати и несколько дней лечила молитвами от якобы одержимости демонами. На теле обнаружили 60 ран разной степени свежести. Самый жуткий момент — семью не осудили. Суд счел, что они искренне верили в помощь и не хотели смерти. Парень умер от психического расстройства и сердечного приступа на фоне лечения. Это реальная трагедия, часто всплывает в пабликах про паранормальное, как пример того, как слепая вера в нечисть может привести к ужасу. Жуть здесь не в призраках, а в людях, которые их видят. Вот где по-настоящему страшно, когда фанатизм и страх убивают. Форумное откровение. Со мной случилось. Тут интернет — гигантская курилка, где делится самым сокровенным, личными встречами с необъяснимым. Зацените. Rus Ask Reddit или подобные русские треды. Пользовательница рассказала, как в детстве к ней ночью явился маленький человечек, покрытый черной шерстью. Не эльф, не гоблин, шерстяной уродец. Он не говорил, а мысленно угрожал выбросить ее из окна. Она орала, родители вбежали, никого. Но страх остался на всю жизнь. Что это, детский кошмар, галлюцинация? Или местный леший решил упугать? Также есть и остальные форумы.
неформатные. Классика школы, садики на костях, история. Старая школа, построенная на месте забытого кладбища или расстрельного рва. Учителя и охранники ночью видят призрачные фигуры, слышат шаги и детский плач в пустых коридорах. Предметы летают, двери хлопают сами. Объяснение админа? Нечистая сила, сынок, или плохая вентиляция. Выбирай. Паблики ВК, типа страшные истории. Тысячи коротких историй в духе «ехал ночью по трассе, подобрал девушку, молчала, оказалось, она исчезла с сиденья через 10 километров». Или «проснулся от того, что кто-то дышит в затылок, обернулся, никого. Потом нашли фото, где за мной стоит тень. Верите или нет, дело ваше. Но атмосфера». И знаете что? Эти реальные истории часто страшнее крипипаст, потому что в них нет четкого сценария, нет монстра с инструкцией, есть туман, неизвестность и вопрос. А вдруг это правда? Или просто сосед Тихоня оказался фанатом ночных прогулок в шерстяном костюме? Кто знает. Вот такая картина маслом, друзьяшки. Интернет — это не только фабрика цифровых кошмаров. Это гигантское зеркало, в котором отражаются наши самые древние, самые рациональные страхи. Страх перед невидимой болезнью, перед жестокостью, спрятанной в сети, красная комната, перед мертвыми, которые не успокоились, школьные призраки, перед вещами с характером, Эльза Испанофоночка, и, конечно, перед соседом, который слишком тихо себя ведет. Иногда реальность подкидывает сюжеты пострашнее Стивена Кинга, но главное, что объединяет все эти истории – люди. Люди, которые их пережили, люди, которые в них верят, люди, которые о них рассказывают, добавляя свою ложку перца. Интернет лишь дает для этих жути голос и аудиторию. И знаете что? Иногда страшно, но вместе веселее. Или не веселее. А где же собираются все эти любители пощекотать себе нервы настоящей виртуальной жутью? Где рождаются легенды и где их развенчивают? Добро пожаловать в цифровые агоры страха, хоррор-сообщества и форумы. Там кипит своя жизнь, свои правила и свои драмы. Идемте, пока свет в коридоре не погас. Ну что, братишки и сестрички, напугались на славу? Но страшилки, они как грибы после дождя, сами по себе не растут. Им нужна плодородная почва, а именно онлайн-сообщество, где анонимы, фанаты жути и просто любители пощекотать нервы собираются в стаи. Это цифровые костры 21 века. Тут не просто читают байки, их сочиняют, развивают, спорят о каноне и иногда яростно защищают от плагиата. Добро пожаловать в агору цифрового ужаса, где правила строги, а драмы эпичнее мыльных опер. Представьте гигантский виртуальный подвал. Тысячи людей живут в полумраке, тычут пальцами в клавиатуры. Они выдумывают монстров, другие делятся реальным опытом. Третьи ломают голову. А не лажа ли это? Это не сон, это хоррор сообщества Reddit и не только. No Sleep царство — это правда. Самый культовый сабреддит ужасов. 18 миллионов подписчиков. Это вам не хухры-мухры. Главное правило — все, что здесь написано, правда. Даже если это явный бред. Серьезно, читаешь историю про то, как автору 3 ночи подряд стучал в дверь гуманоид из спагетти, в комментариях обязаны писать так, будто это реальный кризис. Бегите, вызовите экзорциста. А вы пробовали предложить ему соус болоньезе? Авторы — боги. Их история обрастает сиквелами, вселенными, фанатским творчеством. Отсюда вышли подкасты, книги, сериалы и даже фильмы. Но была и темная полоса. В 2019 году No Sleep взорвался скандалом. Оказалось, что ютуберы-нараторы халявно зачитывали истории без спроса и денег авторам. Сабреддит временно прикрыли в знак протеста, как бастующие рабочие у проходной. Мораль: даже в мире выдуманной жути авторские права — священная корова. Не трожь чужой творческий труд, а то придет модератор-терминатор и забанит навеки. No Sleep OOC. Out of Character. Курилка для авторов. Тут можно снять маску и отдохнуть от игры в «Это правда!». Авторы и фанаты обсуждают проблемы сообщества, как не сойти с ума, сочиняя про маньяков, почему мой пост удалили, теории жанра, споры о том, влиял ли японский хоррор типа Дзюнди Ита на крипипасту, или почему славянские страшилки такие особенные. Жизненные трудности. Меня вдохновляет мой бывший, страшный как 3 кошмара. Это лаборатория идей и поддержка для тех, кто кормит нас жуткими сказками. Крипипаста. Музей классики. Тут хранят и почитают эталоны жанра. Джефф Убийца, Слендермен, Русский эксперимент, все тут. А еще советуют классику хоррора. Кинга, Лавкрафта, По. Это как библиотека ужасов, где каждый фолиант пахнет, не ладаном. Marble Hornets.
Фэндом Сленди и не только. Тут фанаты разбирают канон сериала Marble Hornets про Слендермена, спорят с фаноном, выдумкой фанатов, и ворчат на токсичность некоторых собратьев по фанатству. Как в любом фэндоме, любовь, ненависть и тонны теорий. А что у нас на славянских просторах? ВКонтакте тоже кипит жизнь. Паблики вроде «Страшные истории» и «Фиархаус» — это массовка жути. Тысячи коротких постов. Кто-то поделился реальной историей про домового в новостройке, кто-то запостил крипипасту про черного волгача, а кто-то начитал жути голосом. Идеально для прослушки перед сном, если хочешь, чтобы сон не пришел. Правило проще. Нет культа. Все правда! Главное — атмосфера и мурашки. И да, здесь тоже любят истории из жизни соседа. Чем нелепее, тем веселее. Интернет — это помойка. Тут правда и фейк танцуют танго в обнимку. Когда крипипасты и реальные истории плодятся как грибы, а доверчивые юзеры готовы поверить в апельсин-убийцу, находятся смельчаки, которые вооружаются лупой фактов. Их миссия — отделить зерна от цифровых плевел. Snopes.com. Цифровой Шерлок Холмс, легендарный сайт-разоблачитель. Его знают даже крупные СМИ. Специализация, проверка городских легенд, слухов, фейковых новостей и прочие интернет-шелухи. Работают как детективы. Первое. Берут байку, типа иглы в кинотеатрах. Второе. Копают, ищут источники, доказательства, аналоги в истории. Третье. Выносят вердикт. True – правда, false – ложь и mixtures – смесь правды и лжи. Unproven – не доказано. Фишка Snopes – они знают, даже реальные факты могут стать легендой. История обрастает нелепыми деталями, иголки были ядом кобры там пропитаны и теряет корни. Их цель — вернуть фактам честное имя. Хотя, признайтесь, иногда так хочется верить в дичь. Но вот парадокс. Даже железобетонное опровержение Snopes не убивает классную байку. Чиклы и красная комната живут вечно как вампиры. Почему? Потому что страх вкуснее фактов. А еще потому, что интернет любит хорошую историю, даже если она туфта. И это двигатель прогресса цифрового фольклора. Авторы придумывают все изощрение, чтобы обмануть и читателей, и факт-чекеров. Вот и весь расклад. Друзьяшки, интернет-жуть — это экосистема. В сообществах она рождается и пускает корни. Авторы, ее садовники, иногда очень талантливые. Фанаты — почва, на которой она растет. А факт-чекеры, они как смотрители парка, пытаются убрать мусор и предупредить: не кормите троллей. Но без фанатов, анонимных творцов и нашей с вами вечной тяги к «Ой, как страшно!» Все это пыль на серверах. Цифровой фольклор жив, пока мы хотим верить в необъяснимое или просто любим пощекотать нервы перед сном. И знаете что? Он эволюционирует, становится умнее, атмосфернее, интерактивнее, потому что мы этого хотим. Так что же в сухом остатке? Тревожный YouTube, крипипасты, реальные истории и их фанаты – все это часть одного большого цифрового кошмара. Он отражает наши страхи перед технологиями, одиночеством, темнотой, необъяснимым и даже перед соседом. Он развлекает, пугает, заставляет думать, а иногда напоминает, что грань между сказкой и реальностью очень зыбкая. Будьте осторожны в сети и в своем подъезде. А если услышите стук в дверь ночью, может, это просто кот или не кот? Решайте сами, во что верить, потому что интернет лишь дает нам истории, а страх, он всегда с нами.